Прежде чем перейти к основной, скажем так, части этого видео, я хочу поделиться, как вообще ко мне пришла идея снять видео именно на данную тему. Начну с того, что свой канал я создала примерно год назад, и примерно вот год назад я выложила свое первое видео. Оно называется «Вся правда о жизни в Италии», где я рассказываю про стоимость жизни в Италии, про размер заработных плат, про стоимость аренды и так далее. И это было мое самое-самое первое видео на YouTube. То есть самое первое видео, которое я вообще когда-либо сняла в жизни, которое я выложила вот так вот на всеобщее обозрение. И вы не представляете, сколько у меня вообще было сомнений, прежде чем его выкладывать. Но в итоге я это сделала, и каким-то невероятным образом это видео практически сразу же завирусилось. И вот спустя год оно набрало больше 50 тысяч просмотров, что, на мой взгляд, для только что открывшегося канала это просто какое-то невероятное достижение. И вот на днях я сидела и думала, на какую же тему можно снять следующее видео. И мне пришла в голову эта идея, потому что я подумала, окей, раз это видео набрало такое большое количество просмотров, такой огромный отклик, значит, людям интересна эта тема. То есть людям, видимо, интересны реальные цифры, и интересна именно тема стоимости жизни в другой стране. И поскольку у нас сегодня 1 марта, я в конце каждого месяца веду учет своих расходов. То есть у меня есть такой документ в Excel, куда в конце каждого месяца я записываю все свои расходы, чтобы видеть наглядно, сколько и куда я потратила денег. Мне очень помогает это, то есть, да, планировать как-то свой бюджет, видеть динамику, и это та привычка, которая существует у меня уже несколько лет как минимум. И у нас сегодня 1 марта, воскресенье. Утро воскресенья. И вот сейчас я допью свой кофе и пойду сяду к своему компьютеру и буду расписывать все свои расходы за прошедший месяц, то есть за февраль месяц. И я подумала, а почему бы не поделиться этим с вами? То есть я прям покажу вам наглядные, конкретные суммы, которые я трачу, живя в Риме, каждый месяц. То есть примерно каждый месяц это одинаковые суммы, ну, понятное дело, что когда-то больше, когда-то меньше, зависит там от периодов. Я покажу вам честные, наглядные цифры, очень прозрачно, то есть мне, в принципе, абсолютно нечего скрывать, и вы увидите, какой вот у меня бюджет, сколько денег у меня уходит в моей ситуации. Я, в принципе, я живу в Риме одна, я работаю, у меня full-time работа, я веду, не знаю, обычный образ жизни, и, возможно, кому-то это будет полезно. Ну и, кстати, на сегодняшний момент, вот я записываю сейчас это видео, и на моем канале в данный момент 960 подписчиков. То есть мне не хватает буквально 40 подписчиков до моей первой 1000. Поэтому, ребят, пожалуйста, я вас очень прошу, поддержите меня, если вам нравятся мои видео, если вам интересна тема жизни за границей, тема жизни в Италии, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, мне будет это очень приятно. Поставьте лайк этому видео, ну а мы продолжаем. Ну что, ребята, поехали. Итак, вот это мой документ. Это просто-напросто документ Excel, в котором у меня, как видите, разные вкладки, и каждая вкладка соответствует месяцу. И я уже здесь подготовила табличку со всеми категориями расходов, то есть в первой колонке у меня категория моего расхода, и потом я сделала специально для сумм 2 колонки, здесь сумма в евро и здесь сумма в рублях. По поводу категорий. Категории, конечно же, у меня каждый месяц меняются, то есть в этот раз я указала те категории, которые именно актуальны вот были за прошлый месяц. Ну и, скажем так, сейчас для видео я немножечко поменяла структуру таблички, потому что на самом деле таблица, которую я заполняю каждый месяц, она более подробная, где я также смотрю, какие у меня, конечно же, были доходы, а не только расходы, и таким образом я потом смотрю, то есть была ли я в итоге в плюсе или была ли я в минусе. Еще, как видите, все категории я делю
в свою очередь, еще на две подкатегории. То есть у меня есть базовые расходы и прочее. То есть базовые расходы для меня это, конечно же, аренда, все, что связано с коммуналкой, с арендой, со счетами, которые я каждый месяц должна платить. То есть это фундаментально, и это эти расходы, которые я должна нести каждый, грубо говоря, месяц. Вот, и далее это, конечно же, расходы там на общественный транспорт, допустим, у меня нет машины, поэтому сюда я включаю только транспорт, и продукты, то есть все мои походы в супермаркет за продуктами, и то, что я трачу на здоровье. Вот, то есть если я хожу к каким-то врачам или в аптеке я что-то покупаю, для меня это тоже база. И в прочие расходы я включаю такие вещи, как походы в рестораны, на какие-то, не знаю, какие-то хобби, свободное время, походы куда-то с друзьями, в музеи, в театры, на концерты, в кино, также то, что я трачу на свои хобби, шопинг, то есть одежда, обувь, не знаю, косметика, ну и все прочее. Так, ну что, начинаем заполнять таблицу. Итак, аренда — это та часть, которая у меня фиксирована каждый месяц. Каждый месяц я плачу 750 евро за свою квартиру. Я снимаю двухкомнатную квартиру, но сразу же уточню, что я живу как бы довольно далеко от Рима, то есть не за городом, потому что то место, где я живу, это все еще считается частью римской коммуны, но тем не менее, допустим, до центра Рима от меня на машине, в зависимости от трафика, ну, в среднем ехать где-то минут 40, наверное. Что, в принципе, на самом деле, я думаю, особенно по меркам Москвы, например, наверное, это не так уж и много. Но по римским меркам место, где я живу, это считается прям ого, как далеко. Вот. Ну, я уже на самом деле рассказывала в одном из своих видео, где именно я живу. Этот район называется Остия, и это приморский район Рима. Это самое близкое море к Риму. То есть здесь очень длинная береговая линия, здесь пляжи, и фактически я живу буквально в 5 минутах от моря. Вот, я считаю, неплохо. Да, кстати, вот эти 850 евро, которые я плачу, просто чтобы вы понимали, если бы я жила в Риме, то за вот такую квартиру, за которую в Остии я плачу 750 евро, в Риме я бы платила, ну, как минимум, я думаю, 1200 евро. Я думаю, что это был бы прям минимум. Конечно же, еще очень сильно все здесь зависит от зоны, в которой вы снимаете. Если бы это была какая-то приличная, ну, хорошая зона, которая имеет, не знаю, хорошо соединена, где есть общественный транспорт, где есть хоть какая-то инфраструктура, то это прям однозначно было бы минимум 1200 евро в месяц. Окей, идем дальше. Итак, счета. В эту мини-подкатегорию я включила коммуналку и Wi-Fi. Итак, если брать электроэнергию, на самом деле за электроэнергию в этом месяце я заплатила 84 евро. Но сразу же оговорюсь, здесь в Италии такая система, что вам счета за электричество и за газ, они приходят раз в 2 месяца. Окей, то есть 84 евро на самом деле, наверное, будет правильнее, если я... Так, сейчас переключу язык. Если я эти 84 евро разделю на 2, потому что это, еще раз повторюсь, это за 2 месяца, поэтому у нас получается 42 евро за месяц. И это, кстати, еще учитывая, что я, получается, заплатила за декабрь и январь, и в январе практически весь месяц я не жила в квартире, потому что я была не в Италии, и тем не менее вот такая вот сумма. На самом деле вот эта вот сумма, она практически не меняется, знаете, в течение года. И здесь есть такой прикол у них, что даже если ты не живешь, ты все равно будешь всегда платить за свет, за газ, вообще за все, потому что у них есть такой минимальный тариф, который ты будешь платить в любом случае. В общем, добро пожаловать в Европу. Далее, газ. За газ у меня практически такая же сумма, буквально на 1 евро меньше у меня получилось, и опять же, это получается за 2 месяца.
И я снова делю это на 2, то есть это получается 41,5 евро за месяц. То есть, как видите, у меня примерно одинаково выходит за электричество и за газ. Кстати, что именно входит в газ? Что я имею в виду, когда я говорю про эту статью расходов? Это не только газ, который я использую у себя на кухне, на плите, потому что если бы это был только тот газ, то я бы платила намного меньше. Я думаю, что я бы платила как минимум в 2 раза меньше, особенно учитывая, что я не так много готовлю. Но в данном случае это также тот газ, который используется для нагрева воды. То есть та горячая вода, которая здесь бежит в квартире, она нагревается у меня не из бойлера, а именно от газовой колонки. Поэтому за газ я, скажем так, плачу немало из-за этого. Получается такой довольно высокий расход. Потому что я еще очень сильно люблю долго принимать душ. Так, идем дальше. Отопление. За отопление получается у меня 40 евро, и в данном случае это именно за 1 месяц. Итак, объясню, какая здесь вообще ситуация с отоплением. На самом деле, ваши расходы на отопление и именно вот система оплаты за отопление очень сильно будет зависеть от вашего кондоминиума. Потому что я, например, на данный момент я уже сменила довольно много квартир и районов Рима. С тех пор, как я сюда переехала, я реально переезжала практически каждый год из одной квартиры в другую. И каждый раз вот эта вот система оплаты отопления, она разная. Во-первых, основное отличие — это то, что у вас может быть ваше автономное отопление в квартире. Это когда у вас в квартире есть прям такой сенсорный датчик, и вы в течение всего года можете сами регулировать свое отопление. Вы можете включать его и выключать его, когда захотите. Вы можете его, грубо говоря, хоть летом включить, хотя, зачем, но я имею в виду просто для примера, что оно у вас полностью вообще автономное, и потом на основании расхода вы, соответственно, его оплачиваете. Или второй вариант, и это как раз тот вариант, который в моем случае, это так называемое кондоминиальное отопление. Когда отопление не автономное, а оно работает у вас в квартире по какому-то определенному расписанию. То есть, допустим, в моем случае отопительный сезон в Италии начинается, как правило, наверное, где-то с конца октября примерно, и заканчивается в апреле, в начале, в середине апреля. В общем, каждый год это тоже здесь варьируется, все зависит от температуры, от того, какая температура на улице. И, то есть, в течение этого периода работает отопление, но оно работает по расписанию. Например, у меня в квартире отопление начинается каждый день после обеда примерно в 2 часа дня, и оно активно до 10-11 часов вечера. И получается, вот в этот промежуток времени отопление в доме активно. В свою очередь на радиаторах, у меня вон там один из радиаторов, кстати, как вы видите, это просто в кавычках гениальное решение поставить батарею прямо за дверью. То есть я сейчас закрыла дверь, пока я снимаю видео, но у меня эта дверь вообще-то всегда открыта, и чтобы вы понимали, она, получается, перекрывает полностью батарею. И я, если честно, у меня всегда очень большие вопросы вот к тем, кто строит дома в Италии. Ну, да ладно. В общем, вот это вот радиатор. И, как видите, там есть вот такой вот, как это сказать, переключатель, выключатель, не знаю, как его назвать. И, то есть, получается, в течение дня, вот с 2 часов дня до 11 вечера в доме включается отопление, но при этом вы можете решить, если вы хотите открыть радиатор, и отопление у вас начнет, соответственно, подаваться в вашей квартире, или вы можете оставить все радиаторы закрытыми, и таким образом вы не будете расходовать отопление. Окей. То есть вот такая система. То есть когда, не знаю, там вам холодно, вы замерзли, вы просто открываете, и батарея будет нагреваться. Но, допустим, если вам станет холодно в 8 утра, вы не сможете ничего сделать, потому что отопление в доме будет просто-напросто неактивно в это время. Да.
Итак, теперь по поводу выставления счетов, как это здесь все работает. Получается, что вот эти вот 40 евро мне приходят каждый месяц в течение всего отопительного сезона. То есть это, как это сказать, фиксированная квота, которую все платят каждый месяц, вне зависимости от того, используешь ты отопление, не используешь, даже если у тебя, грубо говоря, там весь год батареи выключены, ты все равно вот эти вот 40 евро должен фиксированно платить. А потом, в конце года, они будут делать финальный перерасчет. И уже на основании фактических показателей вы либо будете доплачивать, если вы использовали отопление больше, либо, получается, наоборот, если вы, наоборот, использовали меньше отопления. Вот, кстати, в этом случае я не знаю, что происходит. Будут ли какие-то деньги в этом случае возвращаться, или вот эти вот фиксированные 40 евро платятся в любом случае, даже если вы отопление не используете? Это, кстати, очень хороший вопрос, на который я не знаю ответ. Надо будет узнать. Вот. Понятия не имею, если честно, но я вот, например, в этом году, это моя первая зима в этой квартире, и я должна сказать, что это просто что-то невероятное, потому что у меня никогда ни в одной квартире в Италии не было так тепло. Я реально вот в течение всей зимы практически не использовала отопление. И это для меня какое-то чудо. И я не совсем понимаю, с чем это связано. То ли я уже просто закалилась и привыкла вот к этому холоду в итальянских квартирах зимой, потому что, ну, до этого в квартирах, в которых я жила, это было, ну, просто невозможно вообще. То есть это был такой холод, что даже при включенном отоплении я иногда вот реально умирала вообще. Особенно вот в январе, когда самый холодный месяц. И вот эта квартира, это впервые у меня такая история. При этом у меня реально старые окна, у меня даже не новые окна, у меня прям реально они старые, из них все дует. Но каким-то образом, то ли из-за того, что у меня очень солнечная квартира, то есть она выходит на запад, нет, подождите, на восток, потому что у меня утром до обеда солнце во всей вообще квартире, потому что у меня все окна на одну сторону. То ли за счет этого она так хорошо прогревается, то ли здесь какая-то вот такая система, что у меня получается третий этаж, и, возможно, как-то соседи меня снизу и сверху греют. Короче, я не знаю, я не могу объяснить пока, что этот феномен, но я супер довольна, потому что, ну, вы прекрасно понимаете, да, какая это огромная вообще экономия, потому что отопление в Европе — это всегда одна из самых-самых больших статей расходов, безусловно. То есть здесь вы спокойно за отопительный сезон можете заплатить, не знаю, там 1500 евро, допустим, да, если вы, ну, более-менее каждый день включаете батареи. Да, но, короче, да, мне просто повезло. Видимо, наконец-то я нашла квартиру, теплую квартиру. Кстати говоря, при этом летом я не могу сказать, что я безумно страдала от какой-то духоты. Да, конечно же, временами было очень жарко, когда на улице там температура до 40 градусов доходила, я умирала, но, в принципе, в этот момент все умирали. И у меня еще, кстати, нету кондиционера. Вот, так что летом, ну, в целом, я не могу сказать, что было прям совсем невыносимо. Идем дальше. Итак, строка номер 8 — это кондоминиум. Каждый месяц я фиксированно плачу за кондоминиум еще 50 евро. Это фиксированная сумма ежемесячная. Что входит в кондоминиум? В кондоминиум в Италии входит обслуживание дома, скажем так. Да, это вот как у нас, я не знаю, ЖКХ, по-моему, в России было, я уже не помню точно. Ну, в общем, это такие расходы, как, не знаю, там, уборка в подъезде, уборка прилегающей территории, лифт, обслуживание лифта, консьерж, если он у вас есть в кондоминиуме. И, кстати, если он есть, то, конечно же, цена сразу же очень сильно вырастает. В моем случае вот эти вот 50 евро, у меня нет никакого консьержа, у меня довольно обычный вообще простенький дом, обычный подъезд. Ну да, здесь чистенько, здесь как бы все ок. Но, опять же, там обычный лифт такой довольно старенький, еще раз повторюсь, нет консьержа. Ну, в целом, не знаю, обычный подъезд, обычный дом, и вот я, получается, каждый месяц плачу 50 евро. Далее.
Последняя статья расходов по счетам — это Wi-Fi. И за Wi-Fi я каждый месяц плачу 22 евро. Wi-Fi я довольна, я просто знаю, что очень многие жалуются на Wi-Fi в Европе, и в частности в Италии, что, мол, он какой-то здесь безумно медленный и безумно плохой, все время там проблемы какие-то с ним, но у меня лично все работает хорошо. Вот, если что, у меня, кстати, Iliad провайдер Wi-Fi. Кстати говоря, сейчас, смотря на свою таблицу, я понимаю, что я забыла включить одну статью расходов, которая связана с платой за мобильный телефон, за симку, да, то есть я совсем забыла включить этот расход. Сейчас я его добавлю по-быстренькому. Я плачу каждый месяц еще дополнительно 10 евро за симку. Кстати, провайдер у меня тоже Iliad и на Wi-Fi, и на мобильном телефоне. Итак, посмотрим. Получается, что вот за аренду, вот эта вот сумма, которая у меня за аренду каждый год, да, в евро 750, в рублях, кстати, интересно. По поводу рублей я, конечно же, взяла курс на сегодняшний день, я считаю, чтобы на всякий случай. Получается практически 68 тысяч, почти 68,5 тысяч рублей. Я уже очень отвыкла от рублей, но для меня эта сумма — это что-то невероятное. Я прекрасно понимаю, что в России сейчас тоже очень сильно изменилась как бы ситуация, изменились зарплаты, изменились цены, но для меня я всегда как бы отталкиваюсь от того, что было 5 лет назад, 6 лет назад, сколько, господи, уже больше 5 лет прошло с тех пор, как я уехала из России, и да, то есть для меня эти цифры кажутся какими-то вообще огромными. Я, конечно же, уже привыкла к евро, вот, в рубли я уже давно ничего вообще никогда не перевожу, я сейчас перевожу вот просто только лишь для вас. Интересно смотреть на эти суммы в рублях. По поводу транспорта, расходы на общественный транспорт. Да, у меня нет машины, то есть я передвигаюсь исключительно на метро, на автобусах, на поездах. И вот как раз в прошлом месяце, то есть в феврале, я себе купила годовой абонемент. Я уже 3-й или даже 4-й год его покупаю, и он стоит 250 евро. Это абонемент на год. Вы весь год можете пользоваться всеми типами общественного транспорта в Риме. Это метро, автобусы, трамваи. Сюда не входят поезда междугородные, сюда входят только те поезда, которые курсируют, то есть те маршруты, которые курсируют внутри римской коммуны. То есть если вы уже выезжаете куда-то за римскую коммуну, например, даже если вам нужно поехать в аэропорт Фьюмичино, то это уже не входит вот в этот абонемент, нужно покупать отдельный билет. Но я считаю, что годовой абонемент — это просто безумно выгодно для тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом. Сейчас я скажу почему. Потому что если мы сейчас вот эту сумму разделим на 12 месяцев, да, то это получается чуть больше 20 евро в месяц. А месячный абонемент в Риме стоит на данный момент 35 евро. Это месячный безлимитный абонемент. Ну, а если мы говорим про разовую поездку, то разовая поездка вам обойдется в 1,5 евро. Так что, да, как видите, годовой абонемент — это действительно очень выгодно. Далее, продукты. То есть расходы на... Что я подразумеваю? Продукты, я имею в виду расходы на походы в супермаркеты, то есть это grocery shopping по-английски, спеза по-итальянски. Итак, на продукты в этом месяце, я так посмотрела, у меня ушло около 300 евро. Я округлила эту сумму, но вот в целом это на меня одну 300 евро за месяц. С учетом того, что я, в принципе, ни в чем себе не отказываю. Я не привыкла экономить на еде, стараюсь иметь разнообразную диету, то есть это овощи, фрукты, я обязательно всегда рыбу покупаю. Я не привыкла в чем-то себе отказывать, даже если там, не знаю, цена не самая низкая, но если мне чего-то очень сильно хочется, то я, как правило, это покупаю. Вот. Далее, по поводу здоровья, на самом деле у меня в этом месяце
не было каких-то критичных расходов. Я напишу сюда 17 евро, потому что эти 17 евро я потратила на поход в аптеку. Один раз я пошла в аптеку, я уже не помню, что я там себе купила, и вот я потратила 17 евро, поэтому включаю сюда 17 евро. Далее. Получается, что на базовые расходы у меня в этом месяце ушло... Давайте немножечко поправим здесь. Окей, получается, на базовые расходы у меня в этом месяце ушло практически 1300 евро. Да. Или 117 990 рублей. Ну, я не знаю, как бы на ваш взгляд, много это или мало это, но на свой взгляд я должна сказать, что как бы, учитывая, что средняя зарплата в Риме это 1500 евро в месяц чистыми, ну, делайте выводы сами. И это только базовые расходы, на секундочку, окей? Да. На одного человека. Окей, далее переходим к категории «Прочее». Так, первое, что я сюда включила, это хобби. В данном случае я говорю про теннис, потому что я хожу на курс по теннису, у меня буквально вот под моим домом теннисный клуб, и я год назад, как сюда переехала, я его нашла, я просто очень люблю теннис, и я прямо хотела регулярно начать заниматься теннисом в Риме. Это очень сложно было сделать, потому что, во-первых, в Риме все теннисные клубы расположены в очень труднодоступных местах, куда в основном можно добраться только на машине. Во-вторых, в Риме это стоит реально очень дорого. Ну и, в принципе, наверное, многие знают, что теннис — это довольно дорогой вид спорта. А мне повезло, у меня вот прям в 5 минутах, вот реально в 5 минутах от дома теннисный клуб, он совсем небольшой, но там классные, потрясающие тренера, и вообще мне там очень нравится, я уже год хожу туда. И в октябре вот 2025 года я начала курс групповой, то есть я хожу 2 раза в неделю, и я играю в группе с тренерами, конечно же. И получается, что за год этот курс стоит 750 евро. Это с октября включительно по май включительно. То есть как обычный учебный год, да. 750 евро в год, и мы это разобьем на сколько месяцев получается? Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май — это 8 месяцев. То есть давайте разобьем эту сумму на 8 месяцев. И получается, что примерно 94 евро в месяц вот у меня уходит на курс по теннису. Далее, следующая статья расходов — это рестораны. Сюда я включаю все свои выходы в бары, рестораны, аперитивы, обеды, ужины, то есть все те случаи, когда я ем или пью, не знаю, вне дома. И на это в этом месяце у меня ушло примерно 175 евро. На самом деле, я не могу сказать, что я очень часто куда-то хожу. Как минимум раз в неделю, разумеется, на выходные, то есть пятница вечер нет, потому что в пятницу вечером у меня теннис. Суббота вечер, как минимум аперитив или ужин где-то. Ну и воскресенье тоже иногда бывает, конечно, что я могу сходить куда-то, не знаю, позавтракать или на бранч, или опять же на аперитив, но далеко не каждый день я хожу куда-то. То есть это, ну, примерно в среднем 1,5 раза в неделю, наверное. Наверное, даже не 2 раза в неделю, но вот смотрите сами, много это или мало. Ну и да, в принципе, у меня примерно вот такая вот сумма каждый месяц и уходит на походы по разным кафешкам. Далее, развлечения. По поводу развлечений, что я обычно включаю в развлечения? Это все мои походы, не знаю, например, в кино, на концерты, в театры, в музеи, то есть какие-то выходы. В этом месяце у меня не так много, совсем ушло. И это 25 евро, и сюда входит один раз, когда я ездила с подругами кататься на большой крытый каток в Рим, и это мы тогда заплатили, по-моему, около
15 евро, по-моему. И около 10 евро я заплатила, когда ходила в музей. Вот, так что в итоге получается 25 евро за весь месяц. Далее, шопинг. В шопинг я включаю одежду, обувь, косметику, да, в основном. В этом месяце мы сюда заносим 70 евро, и я купила себе крем для лица. Да, я знаю, что это не самый дешевый крем для лица, но это крем, который я просто обожаю, я его покупаю уже во второй раз, он очень классный, и он очень надолго, поэтому это, собственно, единственное, на что я потратилась в плане шопинга в прошлом месяце. Далее, дом, Икея, уборка. Здесь, сюда я включаю, да, все какие-то расходы, которые у меня идут на дом. Например, когда я покупаю что-то для дома, не знаю, мне нужна какая-то там новая подушка, новый плед или там комнатные растения, какие-то чистящие средства, не знаю, какие-то предметы мебели, то есть все вот это я включаю в отдельную статью, как правило, это дом. И в этот раз, помимо этого, я сюда еще включила уборку. Объясню, что это значит. Раз в несколько месяцев ко мне приходит женщина, чтобы сделать уборку. Потому что, ну, скажем так, уборка — это не то, на что я люблю тратить свое время, и, конечно же, в основном я убираюсь у себя дома сама, но есть такой момент, я безумно ненавижу чистить сантехнику. То есть все, что связано с уборкой ванны, я вот прям не могу, я это терпеть не могу, и я стараюсь время от времени хотя бы это делегировать какому-то другому человеку. И плюс есть у меня именно женщина, которая делает это очень хорошо, очень качественно. Когда она приходит, это вот прям практически как генеральная уборка всей моей квартиры. Поэтому, да, я раз в несколько месяцев я приглашаю ее. И у меня получается 140 евро здесь в общей сложности, из которых 30 евро я вот, получается, заплатила за уборку, и все остальное — это то, что я потратила в Икее. И, наконец, последняя статья расходов — это подписки. Что я имею в виду? Это, например, Amazon Prime, за который я плачу каждый месяц 5 евро. Это ChatGPT, потому что у меня платная подписка на ChatGPT, да, потому что я супер addicted, я не могу жить без ChatGPT, я пользуюсь им всегда, каждый день для своих личных целей, для работы, для всего вообще, для чего только можно, в том числе для моего YouTube-канала, конечно же. Так что платная версия чата GPT — это около 22 евро примерно, зависит от курса евро-доллар, потому что выставляют что-то не в долларах. И третье — это iCloud, еще я плачу за iCloud. В общем, в общей сложности 36 евро у меня выходит примерно каждый месяц. Окей, получается, что на категорию «Прочее» у меня ушло чуть больше 500 евро, это примерно 50 тысяч рублей в этом месяце, и мы видим, что общие расходы в итоге у меня в евро это 1833 евро, в рублях это 167 232 рубля. Здесь хочу добавить важный комментарий. Итоговая сумма — это не та сумма, которую я именно физически заплатила в феврале. В этом месяце у меня были разовые платежи, я оплатила счета сразу за 2 месяца, и я купила годовой транспортный абонемент за 250 евро сразу же на весь год. Но цель этого видео — показать реальный средний бюджет на месяц. Поэтому я разделила годовые и двухмесячные расходы на месячную долю, чтобы было понятно, сколько в среднем стоит жить одной в Риме. Ну что, делайте выводы сами, много это или мало, на ваш взгляд. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы про это думаете. Соответствует ли это примерно вашему опыту или, может быть, вашим ожиданиям. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Чао.